Привет всем танкистам! В гостях у нас сегодня машина, которая просто создана для боев на дальней дистанции. Машина, которую не спутать с каким-либо другим танком. Сейчас перед вами ПТСАУ 9 уровня Великобритании. Это Tortoise. Прежде чем переходить к подробному обзору всех параметров этой ПТСАУ, я хочу сказать, что ПТСАУ Tortoise был создан на основе проекта штурмового танка АТ-15. Этот проект был готов осенью 1943 года, но ни одного опытного образца на тот момент не выпустили. Именно этот проект стал основой для создания тяжелого штурмового танка А-39 Tortoise. Продолжая Tortoise обзор, необходимо дополнить, что от предшественницы Tortoise досталась топовая рация и отличное предтоповое орудие, вес которого в разы меньше стокового, что дает запас грузоподъемности для комфортной игры на этой ПТСАУ уже с первых боев. У Tortoise хороший по меркам одноклассников запас прочности и очень достойный базовый обзор 390 метров. Эта ПТСАУ очень медлительна, максимальная скорость Tortoise всего 20 км в час. Конечно, динамика в 10 лошадей на тонну оставляет желать лучшего, а вот маневренность очень достойная за счет хороших углов горизонтальной наводки. Главное, чем отличается данная ПТСАУ, это высокая точность орудия с отличным пробитием и неплохим разовым уроном. Если рассматривать у Tortoise характеристики бронирования, то все относительно. Tortoise имеет слабое бронирование крыши, в лобовой проекции среднее бронирование, которое служит только для защиты от противников более низкого уровня. Поэтому лучше остерегаться танков 9 и 10 уровней. Очень уязвимы командирская башенка и пулеметное гнездо, поэтому главный ключ к успеху на данной машине – это игра на дальнем расстоянии. Для такой игры нужен отличный камуфляж. Используйте маскировочную сеть, качайте экипажную маскировку, и вы продлите жизнь вашему танку. Как видите, гордиться мы можем лишь высокой точностью орудия, высоким количеством единиц прочности и достойным обзором. А вот остальные параметры этой ПТСАУ довольно слабы. Конечно, сильной стороной данной машины является вооружение. Об этом подробнее. Орудие Tortoise позволяет нам выдавать почти 3400 единиц урона в минуту без оборудования и перков, благодаря отличным альфа-страйкам и отличной скорострельности. Показатели пробития брони тоже не подкачали. У этой ПТСАУ очень высокая точность и комфорт нанесения урона. Tortoise имеет маленький разброс, сводится очень быстро. Орудие опускается вниз на 10 градусов, но и углы горизонтальной наводки превосходные. Плюсы и минусы этой ПТСАУ. Из плюсов: достойное бронепробитие, отличная точность, хороший обзор, большой боезапас, самый высокий в игре средний урон, наносимый за минуту, хороший альфа-страйк, превосходные углы горизонтальной и вертикальной наводки. Из минусов это низкая скорость и динамика, посредственное бронирование, большая пулеметная башенка, в которую всегда приходит урон, плохая маскировка и много слабых зон даже в лобовой проекции. Перейдем к оборудованию. Чтобы выжать максимум на Tortoise, оборудование ставим следующее. Первое – это орудийный досылатель крупного калибра, который сделает урон в минуту еще больше. Второе – это улучшенная вентиляция 3-го класса. Ну и третье – обязательно маскировочная сеть, что позволит нам более уверенно играть, стоя на второй линии. Перки для экипажа. На ПТСАУ Tortoise перки вкачиваем следующие. Для командира – шестое чувство, маскировка, ремонт. Наводчик – маскировка, снайпер, ремонт. Механик-водитель – маскировка, виртуоз, ремонт. Радист – маскировка, радиоперехват, ремонт. Заряжающая маскировка, отчаянный и ремонт.
Перейдем к тактике игры на этой ПТСАУ. Так как командирская башенка и пулеметное гнездо достаточно уязвимы, входить в атаку не рекомендуется. Даже если вы будете атаковать в группе, враги сразу переключатся на вас. Лучше всего оставаться недалеко от базы. Ведь игра на дальнем расстоянии – это главный ключ к успеху на этой ПТСАУ. Тактика ведения боя сводится к занятию выгодной позиции на второй или даже третьей линии, где недостатки в броне практически неощутимы. И точное орудие с огромным огневым потенциалом будет показывать себя как нельзя лучше. Благодаря отличным углам вертикальной и горизонтальной наводки, позицию для Тартойса становится выбирать намного проще. Однако стоять весь бой в одном месте не стоит. Рано или поздно вы попадете в засвет, поэтому старайтесь периодически переезжать и не забывайте об отстреле. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, нам будет очень приятно.